Доброго вечора, ми з України. Мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Украина в вогні». На 6-й месяц войны мне все сложнее путешествовать на просторах российских медийных прерий. Там реально все плавится и горит. Островков здравого смысла все меньше и меньше. И если в начале войны у России был понятный нарратив, мы идем освобождать русских и малых четвероногих братьев-украинцев от нацистов, то теперь они просто вышли сами на себя. Они реально заблудились и захлебнулись в своей пропаганде. Задают определенный вектор специальной военной операции, но как у нас принято, а это задает вектор, собственно, Верховный главнокомандующий, он никогда не объявляет цели, чтобы было труднее воспрепятствовать достижению этих целей. На данный момент никто из пропагандистов и в окружении Путина не понимают конечные цели этой авантюры. И не потому, что Путин какой-то страшной секретности человек. Он тоже не понимает. Все действуют по ситуации. А ситуация усугубляется тем, насколько объективную информацию военные поставляют политическому руководству страны. Я перестаю верить, что в разработке и реализации военных операций участвует лично Путин. Он дилетант. И как любой дилетант был бы опасен своими неожиданными импровизациями и нестандартными ходами. Но ничего неожиданного в военном плане Россия не предлагает. Все эксперты утверждают, что это обычная классика Второй мировой войны, но без хорошо мотивированных солдат и не менее мотивированных заградотрядов. Без генералов Жукова, Рокоссовского и Ватутина эффективно и эффектно выглядят только потери. Анонсированная оперативная пауза уже затянулась до неприличия и грозит превратиться в операцию «Землеройка», когда Россия начнет окапываться и бетонироваться прямо там, куда смогла добежать. Объективно, солдаты опять закончились. Потери Российской Федерации в Украине практически 40 тысяч человек. Мне, кстати, часто пишут в комментариях, что погибших-то там всего 15-20, остальные раненые. Хорошо, давайте поговорим про раненых. Вот то самое уже вирусное видео, где совсем молодой солдатик обмывает медаль. Просто Запишу. пиши. Оп. Есть. Есть. Ты помнишь? Ура! Ура! Молодец, да. Красавец, рычком держи, мужик. Давай крабика своего. Все, молодец. Ладно, есть что сказать. Уважаемые офицеры, сержанты и все остальные товарищи. Майор. Майор? И дважды майор. Вот, и дважды майор. Ровно. Побывали мы все в таких местах, что потом страшно потом вспоминать. Я хочу, вот, ну, несмотря на то, что со мной такая ситуация случилась, у кого-то еще хуже, еще тогда. Я хочу сказать, что ну нету смысла унывать. Надо идти вперед, и все будет хорошо. Умница моя, правильно. Молодец, да. Мой красавчик. Молодец. Да где Рахман, ёперный театр? Одеться, что без него. Тушить песком. Как вы понимаете, он такой оптимистичный из-за водки и осознание, что застрелиться физически невозможно, даже используя ногу и ружье. Такой раненый солдат хуже 3 убитых. На него потратили ресурсы. Он обуза для бюджета страны. И он прекрасная антиреклама военной авантюры Путина. Теперь представьте, что таких воинов уже 25 тысяч. Они сами не могут сходить в туалет или поесть. У большинства посттравматический синдром, депрессия и никаких надежд на современный импортный протез. Также я уверен, что большому количеству раненых могли спасти руку или ногу, но на это нет времени специалистов и лекарств. Тяжелее всего, конечно, родственникам. Ухаживать надо, а компенсации за оторванные руки едва ли хватит для покупки «Лады». Особенно с учетом того, что нужно еще переделать руль под управление носом. И для этого было бы неплохо родиться во Владимирской области, а не в Свердловской, потому что выплаты в регионах сильно разнятся. Владимирская область оценивает тебя в 3 миллиона рублей, а Свердловская всего в 1,5. Так что свердловцам я бы советовал не высовываться, пусть владимировцы идут вперед. За ранения тоже разные расценки. Если ты из культурной столицы и умеешь читать, за тяжелое ранение положено 1 миллион рублей. А если снова из Свердловской области, то в 2 раза меньше.
Честно говоря, выходит, что свердловцам лучше вообще на фронт не попадать. На фоне остальных регионов ты тупо гибнешь на шару. И это при том, что Свердловская область гораздо богаче, чем Владимирская. Видимо, руководители там жлобы. Я, кстати, специально посетил сайт фирменного автосалона «Лада» в Российской Федерации. Мои подозрения частично подтвердились. Если тебе не повезло родиться в Свердловской области, то не хватит даже на «Ладу Гранту». Хотя там еще есть выплаты от центрального правительства, и тогда, может быть, вместе что-то и выходит. Напомню, что за убитого солдата на войне в Украине бюджет Российской Федерации выделяет 7,5 или 7,4 миллиона рублей. Сумма солидная, в долларах это чуть больше 130 тысяч. Она позволяет уверенно посещать сайты премиальных немецких авто. Из-за санкций их запасы истощатся где-то к концу года. Если трупов будет больше, то раньше. Так вот, здесь ваши родные могут претендовать не просто на белую Ладу, но вплоть до BMW X5. Но, скорее всего, это будут две BMW X2. Потому что ты умер, а у тебя нашелся папа, который бросил тебя и маму 20 лет назад. Тем не менее, он твой папа и претендует на половину выплат. И это реальная история. Я, кстати, не уверен, что после этой дележки останутся ли деньги тебе на памятник. Но давай будем честными до конца. Никто точно не знает, кого привезли и похоронили в этом маленьком гробу размером с обувную коробку. А вот надпись на автомобиле «Любимое, спасибо за сына» реально приобретает новое значение, новую глубину и новую актуальность. Так что нет ничего лучше раненых российских солдат. Если это инвалид, то затраты на его содержание и постоянное лечение возрастают в разы, а сам персонаж превращается в мощный антивоенный символ. Я об этом уже говорил. Михалков даже может написать короткий рассказ о том, что продаются перчатки-маломерки, неношенные. А сердобольные мужики будут подносить рюмку, но мало кто поможет сходить в туалет. Россия проиграет, война закончится, безрукий парнишка станет ненавистным символом поражения, изувеченным голубем мира и вестником апокалипсиса одновременно. Его жертва окажется абсолютно напрасной, потому что она абсолютно напрасна. И однажды, когда в пьяном угаре он будет кричать, что стал инвалидом, защищая родину, ему ответят: мы тебя туда не посылали. Задавай вопросы Путину. Но вопросы задавать будет некому. И так будет, потому что в истории человечества так было много раз, как и в истории России. Тем не менее, если ты собрался погибнуть на войне, то запомни 7 главных регионов джекпотов. Не если, а когда тебе оторвет голову в Украине, кроме 7,5 миллионов из госбюджета, твоя жена получит еще 3 миллиона из бюджетов областей: Югра, Ставрополь, Московская, Владимирская, Магаданская, Тюменская и Новосибирская. Это деньги на BMW, новые сиськи и губы. Это деньги для нового будущего. Билет из Магадана в Сочи тоже туда входит. Возможно, и скорее всего, ты родился для того, чтобы кто-то купил себе BMW X5. И не стоит криво улыбаться. Подумай про пацанов, которые числятся пропавшими без вести. Их бабы не получат ничего. Таким образом, прямо сейчас и абсолютно бесплатно я сформулирую главные правила для российского военного в Российской Федерации. Перед мобилизацией переедь и пропишись в правильной области. После гибели от тебя должны остаться крупные части, и они должны быть подписаны. Если ты пропал без вести, все очки сгорают. Не гори в танке, не подлазь под хаймарсы и не подлазь под авиаудары. Никто не будет проводить ДНК-анализ. Нечем и незачем. Это вредно для экономики. А еще ты должен знать, что большинство погибших солдат российские власти фиксируют как пропавших без вести. У военного и политического руководства тоже есть бабы, которым нужны БМВ, сиськи и Сочи. По сути, вся экономическая политика России – это управление безграничными ресурсами в пользу ограниченного количества людей. И ты со своей бабой и сопливыми детьми туда можешь попасть только чудом. Так что рассматривай войну как чудо и надейся, что твой командир и чиновники все документы оформят правильно и вовремя. И да, потрать деньги на юриста, напиши завещание. Сейчас на России началась страшная делюга и бойня за гробовые. Поверь, у тебя гораздо больше близких родственников, чем ты думаешь. Загугли историю десантника Валерия Коваленко или волгоградца Сергея Семенова. Еще можешь поинтересоваться судьбой Кемала Бастанова из деревни Горбунки. Его папа и мама там очень теперь знамениты. А сейчас короткий антракт. Ставим лайки, делаем перепосты, подписываем своих друзей на наш канал и не забываем про комментарии. На YouTube просмотры что-то приуныли, а вот зрители с Фейсбука – это моя гордость. Помните, что мы боремся против очень изощренной пропаганды, на которую Россия тратит миллиарды долларов. У нас этих миллиардов нет. Врать легко, но я верю,
что правда победит, даже без денег. И ваши просмотры и реакция очень важны. А теперь продолжаем. Трудно российской пропаганде и на международных фронтах. Обстрел Одесского порта сразу после подписания зернового соглашения – это прямо хрестоматийная история про любой договор, который подписывает Россия. Как кто-то метко выразился, пока самые удачные переговоры с Россией провел десантник с острова Змеиный. И здесь трудно спорить. А теперь короткая хроника событий. Вечером Украина и Россия подписывают соглашение с ООН и Турцией по безопасному вывозу зерна из украинских портов. Гарантами выступают ООН, Турция, а также Россия и Украина. Ближе к утру в порт Одессы прилетают ракеты и попадают в объекты инфраструктуры. Не удивлена только Украина. По заявлению наших властей, российские ракеты поразили насосную станцию, начался пожар, который впоследствии удалось локализовать. А дальше начинается настоящая пропагандистская дуэль. Но не между Украиной и Россией, а между Российской Федерацией, Турцией и Организацией Объединенных Наций. А Россия, разумеется, ходит с козырей сразу же. И официально заявляет, что она не имеет никакого отношения к ракетному удару по порту Одессы. Таким образом, страна-агрессор предлагает Турции и ООН самим найти ответ на этот вопрос. Например, это сами украинцы нанесли удар по порту, чтобы навредить безупречной репутации России и поссорить три братских народа – русский, турецкий и ООНский. Не знаю, кем чувствовал себя министр обороны Турции Хулуси Акар, когда был вынужден лепетать о том, что, цитирую, «россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос». Интрига продержалась недолго. Единственную альтернативную версию атаки рептилоидов с планеты Нубиру к вечеру опроверг российский депутат Госдумы Евгений Попов. В своем интервью BBC он заявил: «Мы атаковали военную инфраструктуру в Одесском порту, и вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты «Гарпун». Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили». Я считаю, что это отличная новость для министра обороны Турции. Во-первых, не нужно закрывать небо над Одессой от рептилоидов. Во-вторых, русские из уважения к культурным особенностям Востока ведут себя с турецким министром как продавцы на Стамбульском базаре. Честно, ответственно, откровенно и очень прагматично. Никакого вероломства и лицемерия. You give me your money, I call you tomorrow, френда. Пока Хулуси Акар впал в затупье или точит ятаган на Евгения Попова, под куполом мирового цирка начало выступление Организация Объединенных Наций. Издание New York Times цитирует анонимного топ-чиновника ООН, который заявляет, что, возможно, Россия в своем праве наносить удары по военным целям в портах Украины. Эту новость глава ООН, старик Антонио Гутерриш, услышал в парикмахерской спа-салона. Волосы, вставшие дыбом, очень облегчили работу мастеру. Не поднимаясь с кресла, Гутерриш осудил удар по порту Одессы и сообщил прессе, что нет другой силы, кроме Антонио, и Гутерриш пророк ее. Короче, теперь никто, кроме Антонио, не отражает позицию ООН. Думаю, Гутерриш в мудрости своей быстро вычислит этого неназванного гаденыша, и он будет отлучен от всех фондов организации и умрет голодной смертью в каком-то из своих дворцов в Дубае или на Сейшелах, вместе с охраной, прислугой и наложницами. Тварь неблагодарная. И да, если вы думали, что самым никчемным является подписание договора с Россией, не спешите быть несправедливыми. Всегда есть ООН. И тут бы оно крепко получило по щам, но Гутерриша спасла любимица МИД РФ Мария Захарова, которая заявила: ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры Одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевскому режимом адресу. Предполагаю, что к этому моменту министр обороны Турции Хулуси Акар уже 2 раза просмотрел ролик на Рутюбе «Как совершить сипука», оно же харакири, при помощи ятагана, не прибегая к помощи адъютанта. Но страдания Хулуси Акара на этом не окончились. Прочитав заявление Попова и Захаровой, Министерство обороны России, как ни в чем не бывало, взяло ответственность за ракетные удары по Одесскому порту на себя. И чтобы не обижать Женю и Машу, подтвердила как уничтожение ракет «Гарпун», так и украинского катера, который к вечеру вырос до размеров военного корабля. Полагаю, что к этому моменту медики наложили швы на ладони Хулуси Акара, который доверился Рутюбу и пытался заколоть себя рукояткой ятагана. Мой совет турецкому министру: приобретите турецко-русский матерный словарь. Он вам очень пригодится уже вчера.
На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!